Доброго ранку, ми з України. Morning, we are from Ukraine. Buenos dias, somos de Ucrania. Да, мы начинаем выходить на английском и на испанском языках для того, чтобы о преступлениях Российской Федерации знал весь мир. Наш сегодняшний выпуск мы начинаем с решения Роскомнадзора. Это организация, которая может кошмарить всю прессу в Российской Федерации. И именно Роскомнадзор на сегодня запрещает публиковать в Российской Федерации интервью с Зеленским, которые сделали несколько российских журналистов. Формальная причина, по которой Роскомнадзор запрещает интервью Зеленского, это антироссийские настроения в мире и разжигание ненависти к российскому народу по абсолютно непонятным причинам. Роскомнадзор недоумевает, и 74% россиян недоумевают тоже. Вместе с россиянами недоумеваю и я. Это как же нужно сомневаться во всем своем репрессивном аппарате, во всей своей пропаганде, если Россия боится одного достаточно беззубого интервью? Но у меня есть ответ на вопрос «почему?». Это история про мертвых российских солдат. Я поэтому думаю, что они не хотят показывать, что с трупами. И я не совсем понимаю, как они их... Там есть специальный процесс, как эти люди... Мы хотим их передать, мы хотим отдавать. Мы не хотим держать трупы, вы же это прекрасно понимаете. Мы хотим, чтобы они уехали. Вот. Они сначала отказывались, потом там еще что-то. Потом какие-то мешки нам предлагали, еще. Слушайте, смотрите, это все выглядит, я даже не знаю. Знаете, у всех, наверное, что-то в жизни было, когда уходили люди, даже не близкие люди, не родные, даже когда, слушайте, даже когда собака или кошка умирает, так не поступают. То есть это мусорные пакеты. И вообще я не понимаю, честно, что себе думают люди, особенно что думают себе родители этих детей. Я не понимаю. То есть я бы просто я бы поджег все, что я мог. У меня бы жил какой-то депутат вот рядом, то я вам говорю абсолютно откровенно. Я, в принципе, такой человек и был и до президентства. У нас бы люди набили бы морду такому главе там района или чего-то, если привезли в мешке что-то или не хотели забирать, или скрыли. Как это, мать, там, кто бы ни был. Это я вам говорю, как президент воюющей страны с русскими солдатами, которые сюда пришли, и мы их ненавидим. То, что они делают. Послушайте, есть же, как бы в ненависти, это война. Но это же не скот. Это же не скот. И поэтому это все меня очень, конечно... Почему это страшно все? А я вам скажу. Потому что страшно, потому что когда отношение такое к своим, то какое же отношение ко всем другим? Вчера в социальных сетях появилось абсолютно шокирующее видео, где лоснящиеся от жира щенки, буквально лопающиеся, доедают российского солдата. Такого не должно быть, но Россия отказывается забирать своих мертвецов. Да, есть и другие истории. Сейчас в Российской Федерации разгоняется ролик, на котором якобы украинские солдаты избивают и простреливают ноги российским солдатам. Министерство обороны Украины заявило, что этот ролик абсолютный фейк. Я не настолько категоричен. Давайте обсудим всю эту историю. Потому что вы по Харькову ебали, гандоны, блядь. Как ты офицер, долбоёб, он сидит, Какой национальности? Азербайджанец. Документы есть. Что сюда приехал? Приказ пришел. Приказ пришел. Давайте обратим внимание, на каком языке разговаривают в этом ролике. Правильно, на русском языке. При этом все российские нарративы говорят о том, что против российской армии сражаются исключительно нацбаты, бандеровцы и нацисты, которые априори не могут общаться на русском языке. Они должны говорить на чистом украинском и в перерывах между убийствами русских солдат должны зиговать.
Никакого зигования мы не видим портретов Бендеры, и мы не слышим украинского языка. Мы слышим обычный русский язык, который используется на востоке Украины и на западе России. Допрос, конечно же, должен проходить на русском языке, потому что россияне других языков не знают. Но я не слышу вот этого густого галичанского акцента. Нет, все разговаривают на русском языке с понятным восточно-украинским или западно-русским акцентом. Вот многие в России так разговаривают, многие в Донецке в Украине так разговаривают, многие в Луганске в Украине так разговаривают. Да, я знаю, что сейчас вот огромное количество российских ватников буквально заплевало мониторы с криками: «Нет, мы точно знаем, что вы разговариваете на русском языке. Вот вы все там разговариваете на русском языке». Да, разговариваем. Но это же ваша пропаганда говорит вам о том, что здесь одни националисты, которые притесняют русский язык, и за русский язык тебя во Львове могут повесить, а в Киеве обязательно изобьют. Это же ваша пропаганда рассказывает вам эти истории. И здесь получается абсолютный когнитивный диссонанс. Посмотрите в словаре, что это означает. Так вот, получается, что либо это все фейк, потому что там все говорят на русском языке, а это абсолютно невозможно для националистов и бандеровцев. Либо это националисты и бандеровцы, которые по какой-то непонятной причине между собой разговаривают на прекрасном, могучем русском матерном языке. И задайте себе вопрос, как так получается, что украинцы притесняют русскоязычных, но при этом им доверяют автоматы и тяжелое вооружение? Друзья, прямо сейчас ваша реальность дает сбой. Пишите в штаб. Нужны новые методички. Эти уже не работают. Война – это грязь. Война – это смерть. Война – это обгорелые трупы. Война – это фрагменты тел. Война – это кишки и фекалии. Это видео может быть фейком, а может быть и нет. Но при этом на нем, если честно, если мы вот серьезно будем обо всем разбираться, я не вижу никаких пыток. Да, человеку дали прикладом по голове. После Мариуполя, после того, как в Украине убиты сотни детей, получить по голове прикладом от человека, которого ты только что пытался убить? Да, на этом видео мы видим, как простреливают ноги. Кое-кто может сказать, что это пытки. Я же здесь вижу рейд. Вот представьте себе, вы небольшое мобильное подразделение на 2-3 автомобилях. Вы вступили в боестолкновение и каким-то образом захватили определенное количество пленных. Что с этими пленными делать, если у вас нету транспорта? Что делать с этими пленными, если вы не можете пешком уходить из этого населенного пункта, потому что вас догонят и вас уничтожат? Что с ними делать? Отпустить для того, чтобы они через 15 минут нашли оружие и попытались снова вас убить? А может быть, нужно было поставить их всех к стенке и пустить пулю в затылок? Но тогда это действительно преступление, потому что пленных расстреливать нельзя, по крайней мере, без суда и следствия. Какое же решение мы видим? Мы видим, что людям простреливают ноги для того, чтобы они стали небоеспособными, для того, чтобы они стали 300-ми. Да, это решение спорное, и если это не фейк, то в дальнейшем, после того, как закончится война, вы знаете, что работают следователи Гаагского трибунала, и все военные преступления будут расследованы. Будут расследованы преступления России и будут расследованы преступления Украины, если они были. Вместе с подвигами и преступлениями война – это еще немного история про солдата Швейка. Вот, например, в 4-й танковой армии начали расконсервировать технику, потому что с предыдущей что-то случилось и пока непонятно что. По крайней мере для граждан России, потому что нам-то все понятно, что произошло с российской техникой. Так вот, из 10 расконсервированных танков комплектным оказался всего один. Остальное разбарахолено, и как бают злые языки, половина танков просто даже без моторов, без двигателей, они куда-то исчезли. И здесь я категорически согласен с Александром Невзоровым о том, что вот эта информация – это настоящий фейк. Потому что откуда, сука, мог взяться один рабочий танк? В России тупые генералы, в России тупые полковники и майоры. Но в России я никогда не видел тупых прапорщиков. Поэтому рабочий танк – это нонсенс. И здесь мы плавно переходим к международным новостям. В Турции заявили, что весь мир не должен сжигать мосты с Россией. Мы тоже не хотим, просто Россия должна стать другой страной. Например, в рамках Золотого кольца от Сергиев Посада до Суздали и Владимира.
после депутинизации и войны в этих городах прекраснодушные люди с окладистыми бородами и оторванными ногами будут проповедовать православие, играть на гуслях, готовить сбитень и плести самые прочные, самые знаменитые, не имеющие аналога в мире русские лапти. Я не исключаю, что стране придется вернуться к крепостному праву, но я уверен, что для того, чтобы спасти нацию, не нужно обращать внимание на крики и улюлюкивание завистников. Народ бурундук к этому давно готов. В конце концов, Лев Николаевич Толстой был рабовладельцем, но это не помешало ему написать знаменитое произведение «Война и мир», которое наполовину написано на французском языке. И в отличие от 99% россиян, Мануэль Макрон, похоже, как минимум французскую часть читал. И вот эта вот встреча со знаменитой российской культурой, видимо, очень сильно ушибла Мануэля Макрона. Я не хочу оскорбить французский народ, который сейчас плечом к плечу стоит с украинским. Но что касается Мануэля Макрона, ваш президент заблуждается. Он по-прежнему верит Путину. Посмотрите на Мариуполь. Город на 90% разрушен. Там десятки тысяч жертв. Там погибли сотни, если не тысячи детей. Еще десятки тысяч умирают под завалами от жажды, от отсутствия еды, медикаментов и от холода. Да, французский президент сейчас пытается разблокировать гуманитарные коридоры, но его обманут. Мы знаем, это не в первый раз. Не нужно заблуждаться по поводу Владимира Путина. Он первородное зло. И если мы его вместе не остановим сейчас, то война придет в ваши дома. Я автомобильный журналист. Я много раз был во Франции. Я десятки раз был в Париже. Я был на Корсике. Я был в Рене. Я был в Лионе, на Лазурном берегу и в Марселе. И я очень не хочу, чтобы французские города повторили судьбу украинского Мариуполя, украинского Харькова или украинского Николаева. Возвращаясь к Толстому, когда Лев Николаевич, который на самом деле не был сторонником рабства и крепостного права, попытался освободить своих крестьян, то они отказались. И это как бы прямое указание Путину о том, что рабам свобода не нужна. Главное, чтобы амбары ломились от сахара, потому что для Российской Федерации это такая же субстанция, как амброзия для олимпийских богов или поэтический мед для скандинавов. Сахар. Про сахар. Ну, а чего его запасать? Сахар нас не спасет. Почему это? Потому что впереди у нас веселые времена наступают. Думаете, еще хуже будет? Ну, а чего вы хотите? В стране, я не буду долго говорить, на эту тему можно очень долго говорить, да? Но в стране, где трагедией кажется закрытие Макдональдса, а потеря свободы ничего не значит, будущего нет. Вот все, что я вам могу сказать. А сейчас небольшое обращение к комментаторам, которые прибегают в комментарии и устраивают там чайка-менеджмент. Как это выглядит? Прилетели, поорали, нагадили, улетели. Притом вы не обсуждаете сюжет, вы просто кричите «это пропаганда» и улетаете. Или вы просто кричите «это все фейки» и улетаете. Дорогие друзья, 50% информации, которую я сейчас выдаю, я получаю из открытых российских источников. При этом я предоставляю вам видео, при этом я предоставляю вам скрины или ссылки. Вот, например, новости Красноярска я зачитаю. Итак. Помидоры теперь стоят 350-400 рублей. Огурцы плохие по 150, получше по 250. Картофель 66 рублей. Морковь 156. Самая обыкновенная свекла 105. Это не импорт. Это все производство Российской Федерации. И жители сетуют о том, что а как же так, это же вроде не привязано к доллару, почему все растет в рублях? Ну, все понятно. В экономике никто не понимает, но простой народ в экономике понимать и не должен. Я знаю, что меня смотрят из России не только боты. И вот сейчас, пожалуйста, подтвердите или опровергните, действительно ли сейчас очень сильно в России растут цены. Мне просто интересно, насколько нас кормят ботвой из Российской Федерации. На этом фоне, еще раз повторяю, я беру информацию из источников Российской Федерации. Господин Песков, пресс-секретарь Путина, рассказал, что
В России нету олигархов, есть простые, честные бизнесмены, которые были ограблены на ужасном диком Западе, как обычные путешественники. Вот они ехали в дилижансе с заработанными деньгами, путешественники, первопроходцы, и, угрожая револьверами Смит и Вессон, их полностью обокрали. А что касается олигархов, которые когда-либо стремились к власти, то, наверное, в России последним из таких людей был Ходорковский. И здесь у меня возникает масса вопросов, и есть несколько ответов, в том числе, почему у вас дорожает свекла, помидоры и огурцы. Ну, во-первых, 90% обычных богатых бизнесменов в России – это либо друзья, либо однокурсники Владимира Путина. Совпадение? Так бывает. Так вот, вот эти самые друзья, они никакие не путешественники на Диком Западе. Они граждане Дикого Запада, либо резиденты. Во-вторых, разумеется, вот эти прекрасные, честные, добрые бизнесмены ни разу не платили налоги ни за свои яхты, ни за свои виллы, ни за свои самолеты. Вообще, это удивительная история, о которой я вам каждый раз рассказываю. Россия — это очень неправильная империя. Ее правители и ее бизнесмены грабят империю и все это прячут в других странах. А потом жалуются, что у них это все заблокировали из-за того, что они вероломно напали на суверенное государство. А потом растут цены на капусту. По Ходорковскому это вообще по Фрейду. Так получается, что вы его посадили за политические амбиции? За то, что, например, Ходорковский хотел стать президентом России? Так а что теперь? Только офицер ФСБ может претендовать на пост президента России? Господин Песков, а вы там вообще что делаете со своей конституцией? Вы ее курите? Может быть, открыть первую страницу и прочитать какие-то основополагающие нормы Российской Федерации, а потом нести вот этот бред? А теперь новость для моих подписчиков, которые смотрели до недавнего времени на моем канале тест-драйвы автомобилей. Правда, какое тихое, мирное было время. Так вот, есть такой талантливый блогер, с майками смеются наши Искандеры, и также большой фанат Единой России. Зовут его Алан Енилеев. У него много подписчиков в Инстаграме, много подписчиков на Ютубе. Разумеется, Алан до начала войны был, знаете, вот такой крепкой боевой российской скрепой. А где же сейчас находится Алан и его семья? Я вам отвечу. Семья свалила в Европейский Союз, а Алан Енилеев сейчас находится в Соединенных Штатах Америки и даже попросил политического убежища. То есть Искандеры уже не смеются, скрепа треснула, и Алан, который был частью вот этой преступной системы, внезапно превратился в диссидента. Мне просто интересно посмотреть на документы, которые Алан подал американцам. Что он там написал? Он беженец откуда? Из Мариуполя, Николаева или из Москвы? Но самое смешное заключается в том, что народ Бурундук, который по-прежнему остается в России, где дорожает капуста, прямо сейчас может насладиться свежими тест-драйвами от Алана, потому что он начал тестировать знаменитый, крутой, непобедимый американский автопром. И вообще я вот просто жду, что Алан скоро появится в новых футболках, где будет написано, например, а что там американцы пишут, когда вот по-английски можем повторить, вот там будет написано на английском языке. Я жду от него такую футболку, потому что она неизбежна. Но еще раз повторюсь, а в это время народ Бурундук может теперь смотреть на Америку глазами Алана Енилеева. А теперь наша любимая рубрика «Радио Перехват СБУ». Здесь у нас поднимаются экзистенциальные вопросы, а также обсуждается вкус украденного абсента и пива. Особо доставляет реакция самки орка. И обратите внимание, каждый раз, когда вы слышите на звуковой дорожке «пи», это означает, что люди используют нецензурные выражения. Вот он, настоящий язык Толстого и Чехова. Ты пила абсент когда-нибудь? Нет. Он, оказывается, 70 градусов вчера чистоганом. А я не знал, что вот так пить нельзя. Ты Мне так хуёво было. пьешь? Ну, уже не вчера пробовал. Молодой человек, а вы где, я извиняюсь, на курорте? Да блин, у меня он еще пиво. Да мы вчера ездили за Бэха, короче, и там вот это и мы пиво ограбили еще? магазин, короче, там пиво набрали. У местных еду... Местных тут никого нет, местные же все куда-то
где-то в Польше, нахуй. Ну, мало ли, ну, Есть по деревне, там бабушки, дедушки, 2-3 человека есть, вообще так страшно становится. Дома раздолбленные. ну, я понимаю. Ну, Ты вы прикинь, там- да, вот он родился, вот война, ну, наверное, когда Великая Отечественная была, то он еще маленький был. Вот это вот послевоенное время жил вот в этой всей хуйне. И прикинь, вот под старости лет, ему сколько лет, 70 опять это такая на голову свалилась. Опа, у меня часы встали, пиздец. Походу я умер. Представь. Ну, я у Кропа трофейный спичу часы какие-нибудь. Я вчера другого тувинца встретил, мы с ним Знаю. акцент пьем. А Яна, знаешь, брат, пойдем до него, говорит, дойдем. Я говорю, пойдем. Нет, темно, брат, нас тут пристрелят, говорит. Днем пойдем. Нахуй на туре по Вы темноте идите, аккуратнее там. свои же, нечаянно. Не надо. Аккуратнее. Чего, Что брат, там у вас написал? еще нового? Все живы? Да, Все да. здорово? Ну, кого видел, все, да. Ни с кем ничего не Короче, случилось? на расслабоне, на чили сейчас будем пивко хуярить. Какое пивко? Ты там не напивайся. Слышишь? У них пиво вообще вкусное, в смысле, заеб***ое. У них вообще весь алкоголь Какое? какой-то классный. Ну, тут Львовск какой-то, всякие разные там фирмы, я такие даже не видел. Ну, она прям вообще Я смотрю, ты там реально на курорте, как будто. Я тут сижу, ною, переживаю, Я а тебе ты там сначала сказал, что кайфуешь. ты ноешь, скажу, все нормально, блин. Штурм пока не идем, сидим, дорогу охраняем. Но абсент я пить больше не буду никогда. Там Я дату тоже пока не такое бронирую, в хочу. ЗАГСе пока непонятно еще, что когда. Хорошо. Уже приеду и там разберемся. И практически под конец нашего сюжета мем о биолабораториях, потому что вот эти вот информационные утки мы обсуждаем только на уровне уток. По-другому к этому относиться в Украине просто нельзя. Я думаю, что многие зрители сейчас расстроенно хотели написать комментарии: минуточку, а где же свежие мемы про Лукашенко? Их есть у нас, все нормально. И начали. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учении. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, що начали. На цьому все. Російську Федерацію буде зруйновано. Перемога буде за нами. Слава Україні!